Слышали ли вы когда-нибудь о сиамских близнецах Эбби и Британи Хэнсел? Знаете ли вы, что родители девочек отказались разделять их при рождении? Хотите узнать об увлекательной истории жизни? Тогда поехали! Особенные дети. Эбби и Британи Хэнсел появились на свет 7 марта 1990 года в штате Миннесота, США. Рождение этих сиамских близнецов стало неожиданностью для всех, ведь ни одно ультразвуковое исследование не указывало на наличие двух детей, и врачи не обнаружили никаких аномалий во время беременности. Во время родов медицинские работники испытывали сильное беспокойство, долго не показывая малышей их матери. Однако родители быстро приняли своих дочерей, едва увидев их. Сиамские близнецы обычно сталкиваются с серьезными трудностями при рождении, и лишь около 1% таких пар доживают до первого года жизни. Иногда один из близнецов оказывается недоразвитым и может выглядеть как часть тела другого. Например, у актера Энди Гарсиа был брат, который вырос из его плеча и имел размеры теннисного мяча. Зародыша позже удалили хирургическим путем, но судьба Эбби и Британи сложилась иначе. К 2024 году им исполнилось больше 30 лет, и, судя по всему, здоровье у них относительно хорошее. Эти американские женщины известны широкой аудитории благодаря своей готовности открыто обсуждать свою жизнь. Впервые они появились на телевидении в 1996 году в шоу Опры Уинфри, а затем в 2012 году стали героинями собственного реалити-шоу на канале TLC. Вопрос об операции по разделению никогда всерьез не рассматривался, так как это представляло огромный риск для обеих сестер. Кроме того, сами Эбби и Британи против такого вмешательства, ведь они привыкли всю жизнь иметь рядом родного человека. Как работает один организм на двоих? Уникальный случай сестер из Миннесоты потрясает воображение. Каждая из близняшек обладает собственным сердцем, желудком и парой легких. Их позвоночники срастаются в районе копчика и соединены участками ребер в грудном отделе, имея при этом два независимых спинных мозга. При рождении у них была маленькая дополнительная рука, которая впоследствии была удалена хирургическим путем. Все органы в тазовой области общие – кишечник, мочевой пузырь и репродуктивные органы. Кровеносная система также едина, поэтому любое воздействие на одну из сестер отражается на другой. Девушки делят между собой 3 почки. 2 находятся слева, а 1 справа. Мама близняшек, Петти Хэнсел, узнала о двойне лишь в процессе родов, оказавшись совершенно неподготовленной к такому повороту событий. Однако она и ее муж без колебаний решили принять дочерей такими, какими они были рождены. «Мы сразу поняли, что наши дочери – настоящие чудеса», – вспоминает Петти. Медики предлагали разделение близнецов, но родители отказались от этой опасной процедуры, так как существовал высокий риск гибели одного из младенцев. По мере взросления девочки развивались по-разному, перенеся ряд операций, включая вмешательство на позвоночнике Эбби, вызванное тем, что Британи прекратила рост. Сейчас Эбигейл на 10 сантиметров выше своей сестры. Ощущения каждой ограничиваются ее собственной половиной тела, за исключением небольшой зоны пересечения посередине. Близнецы освоили искусство синхронного управления своими движениями, понимая действия друг друга буквально наполовину. Они научились играть на пианино, плавать и ездить на велосипеде вместе. Врачи считают, что между сестрами существуют нейронные связи, позволяющие им существовать столь гармонично. Создается впечатление, будто они способны читать мысли друг друга, завершать фразы и даже испытывать жажду одновременно. Такие разные сиамские близнецы. Эбби и Британи Хэнсел – настоящий пример командной работы. Каждая контролирует свою руку и ногу, поэтому даже самое простое действие требует согласованности. Во время еды они пользуются отдельными тарелками. Одна держит вилку, а другая – нож, нарезая пищу, после чего они поочередно кормят друг друга. Ходьба тоже представляет собой непростую задачу. Британи ниже Эбигейл, поэтому ей постоянно приходится подниматься на носки. Из-за этого икроножные мышцы Британи развиты гораздо сильнее, чем у сестры. Тем не менее, несмотря на все сложности, девушки научились бегать,
плавать, кататься на велосипеде и играть на пианино ничуть не хуже остальных. Однако не все в организме сестер функционирует одинаково. Первая серьезная проблема возникла, когда Эбби начала быстро расти в возрасте 12 лет. Это угрожало разрыву их общей грудной клетки. Врачи смогли замедлить этот процесс, но Эбигейл уже выросла на 10 сантиметров выше. Британи приходилось ходить на носках, чтобы избежать хромоты. Особенно впечатляюще выглядит работа их мозга. Часто они произносят одинаковые фразы одновременно. Когда одна из сестер зевает, другая автоматически закрывает ей рот ладонью. Набирая текст на компьютере, они действуют как единое целое, интуитивно предсказывая мысли и эмоции друг друга. Если у них одинаковое мнение по какому-либо вопросу, они используют местоимение «я» в переписке. Если мнения расходятся, они обращаются друг к другу по именам. Заболевания тоже протекают у них индивидуально. Например, Эбби дважды попадала в больницу с пневмонией. Различия проявляются и в характерах. Эбигейл – интроверт, предпочитающая уют домашнего очага и испытывающая страх перед высотой. Британи, напротив, любит шумные компании. Имеются различия и в пищевых предпочтениях. Эбигейл терпеть не может молоко, тогда как Британи легко его употребляет, зато категорически отказывается от мяса и рыбы. Трудности возникают и при выборе одежды. Сложно подобрать наряд, который устроил бы обеих сестер. Девушки также освоили вождение автомобиля. В подростковом возрасте они раздельно сдавали теоретические и практические экзамены. Согласно законам штата Миннесота, каждая должна была получить свои водительские права. Удивительно, не правда ли? Подобные ситуации в законодательстве и не только я описал в моем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Заходите, читайте и подписывайтесь. Детство и юность. Сестры Хенсел, Эбби и Британи выросли в небольшом поселении, население которого составляло всего 300 человек. Здесь их необычный внешний вид никого не удивлял, однако в остальных местах жизнь девушек складывалась сложнее. Люди постоянно глазели на них, показывали пальцами и задавали бестактные вопросы. Некоторые даже считали, что это один человек с двумя головами, поэтому родители с самого детства поддерживали стремление дочерей проявлять свою индивидуальность. Обучение проходило в обычной школе, где одноклассники часто смотрели на них искоса. Девушки старались не привлекать лишнего внимания, усердно учились и заводили друзей. Родители ограждали своих дочерей от участия в медицинских экспериментах, считая, что их развитие должно происходить естественно, без постоянного контроля врачей. На школьных экзаменах сестры находились под особым наблюдением, чтобы исключить возможность взаимной помощи. Эбби обладала склонностью к точным наукам, тогда как Британи предпочитала гуманитарные дисциплины. Для поддержания индивидуальности родителей каждая из сестер получала отдельный билет в кино, а на день рождения им пекли 2 разных торта. Когда одна из сестер вела себя неподобающе, родители наказывали именно ее, хотя вторая могла оказаться вовлеченной в ситуацию. У обеих девушек свой характер, свои вкусовые предпочтения и стиль одежды. Эбби отличалась решительностью и любовью к порядку, в то время как Британи была более романтична и творчески настроена. Эбигейл не переносила молока, которое обожала ее сестра. Несмотря на эти различия, сестры всегда могли договориться между собой. Споры между ними случались редко, а если найти компромисс не удавалось, они бросали монетку. Учеба в колледже и карьера. Эбби и Британи Хенсел столкнулись с множеством трудностей на своем жизненном пути. Однако их стремление к образованию и карьере оказалось сильнее любых преград. После долгих размышлений они решили поступать в один колледж, выбрав университет Беттл, где успешно завершили обучение. Позже они приняли участие в телевизионном проекте TLC «22-летние», который показал их подготовку к колледжу и путешествие по Европе после его окончания. Получив дипломы, сестры начали свою карьеру учителей начальных классов. Они работали сначала на полставки,
а затем с 2017 года перешли на полный рабочий день. Несмотря на необходимость делить одну зарплату на двоих, они продолжили свое дело с энтузиазмом и любовью к детям. Родители и ученики поддерживают их, видя в них пример стойкости и силы воли. Мама сестер уверена, что у них все получится, ведь они всегда умело обращались с детьми, которые к ним тянутся. Романтические отношения и брак. Сестры-близнецы Хенсел давно стали объектом пристального внимания общественности, однако они предпочитают держать свою личную жизнь за кулисами. Слухи о возможных романах и помолвках периодически всплывали в СМИ, но подтверждений этому не было. Однако в 2021 году стало известно, что Эбби Хенсел вступила в брак с Джошем Боулингом, бывшим военнослужащим американской армии. Эта новость была опубликована журналом People. Боулинг описывает себя как христианина, отца, мужа, ветерана и иногда игрока. У него есть дочь от предыдущего брака, которая теперь называет Эбигейл своей мачехой. Семья проводит много времени вместе, занимаясь кулинарией и спортом. Близнецы, несмотря на столь необычную, назовем это так, ситуацию, легко находят общий язык и наслаждаются совместной активностью, такой как бег и йога, где их координация движений поражает окружающих. Хотя ни один из участников брака никогда не делился откровенными подробностями своей жизни, Эбигейл Хенсел однажды дала понять, что они нашли способ уважать личное пространство друг друга. Каждая из сестер осознает, что является отдельной индивидуальностью. Замужняя Эбби рассказала, что когда она проводит время со своим супругом, ее сестра Британи старается отвлечься и сосредоточиться на других занятиях. Этот подход стал основой их совместного существования как сиамских близнецов. Пара часто путешествует вместе, о чем свидетельствуют фотографии в социальных сетях Джоша. Не знаю, попадали ли близнецы с Джошем в аварии во время поездок, но если вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше, куда обращаться за помощью, где найти грамотного юриста, как получить компенсацию, если у вас нет страховки, компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Могут ли сиамские близнецы иметь детей? Ранее обе сестры высказывались о своем стремлении стать матерями. История действительно знает примеры, когда сиамские близнецы становились родителями. Так, например, братья Чанг и Энг Банкеры, родившиеся в 1811 году на территории современного Таиланда, имели в общей сложности 21 ребенка, 10 у Чанга и 11 у Энга. Они были женаты на 2 сестрах и делили свое время между 2 домами, проживая в каждом по 3 дня. Сиамские близнецы женского пола также рожали детей, но в этих случаях у каждой из сестер были собственные репродуктивные органы. У Хенсел такого строения нет, поэтому возможность беременности остается под вопросом. Как призналась Эбби, они планируют стать матерями, но пока не готовы обсуждать детали этого процесса. До настоящего момента случаев беременности сиамских близнецов с подобной анатомической особенностью зафиксировано не было. Истории других сиамских близнецов. В истории есть несколько примеров счастливого брака и рождения детей у сиамских близнецов. Расскажу о некоторых из них. Начну с уже упомянутых Чанга и Энга Банкеров. Братья Чанг и Энг Банкер, которые родились в 1811 году на территории, сегодня занимающей Таиланд, достигли значительных успехов в карьере и создали крепкие семьи. Хотя у них была общая грудная клетка, медицинские технологии того времени не позволяли провести операцию по разделению. В возрасте 18 лет они согласились на предложение британского предпринимателя Роберта Хантера участвовать в цирковых представлениях и отправились в мировое турне. Через 10 лет они смогли приобрести собственную ферму в Соединенных Штатах. Когда братьям исполнилось 32 года,
Они женились на сестрах Аделаиде и Саре Энн Эйтс. У Чанга родилось 10 детей, у Энга – 11, причем все дети были здоровы. Для своих супругов близнецы приобрели 2 отдельных дома и проводили по несколько дней в каждом из них. Банкиры владели рабами и поддерживали Южные Штаты во время гражданской войны в США. После поражения конфедерации дела у братьев пошли на спад, и им пришлось снова начать работать в цирке. В 62 года Чанг заболел пневмонией и внезапно скончался. Спустя несколько часов умер и Энг, хотя до этого он был абсолютно здоров. Кармен и Люпита Андраде. В 2001 году в Соединенных Штатах Америки на свет появились Люпита и Кармен. На 4-м месяце беременности их матери стало известно, что девочки являются сиамскими близнецами, то есть имеют общее тело. Они разделяют между собой такие важные органы, как печень, сердце, желудок и репродуктивные органы. Мать решила не прибегать к операции по разделению детей, и это отнюдь не помешало одной из близняшек, Кармен, создать семью. Девушка зарегистрировалась на сайте знакомств, где встретила Даниэля. Он стал первым человеком, который не задавал вопросов о жизни с сестрой-близнецом. Люпите очень понравилась эта пара, хотя сама она не стремится строить отношения, считая себя асексуальной. Когда Кармен остается на ночь у своего партнера, Люпита старается быстрее уснуть. Сейчас девушка думает о свадьбе, однако материнство пока не входит в ее планы. Вместо этого она предпочитает заботиться о своей собаке. Анна и Татьяна Каркины. Анна и Татьяна Каркины, родом из Челябинска. Девочки, появившиеся на свет в 1990 году, были соединены в области живота. Спустя всего месяц после рождения их успешно разделили благодаря уникальной методике, разработанной врачом Львом Новокрещеновым. Операция оказалась крайне сложной, поскольку требовала вмешательства в печень близнецов. На протяжении следующих 15 лет сестры находились под пристальным медицинским контролем. Анна впоследствии вышла замуж и стала счастливой мамой, подарив миру крепкого малыша по имени Тимур. Методика, примененная советским хирургом Новокрещеновым, осталась в истории медицины как выдающееся достижение. Удивительная история сиамских близнецов Эбигайл и Британи Хенсел и других – это пример жизнестойкости и желания быть счастливыми, несмотря ни на что. А на сегодня это все. Всем пока!